Триггерный тяж и грыжа триггерной точки. В октябре 2022 года на ресурсе, посвященном памяти их отца, дети доктора Типальдеса опубликовали эссе его авторства «Тайная жизнь фасции», датированное 7 декабря 1991 года. В нем история открытия триггер-бенд-техники раскрывается более полно. В первых строках этого текста доктор Типальдес сообщает, что в тот период он дополнил свои методы работы с хронической болью, манипулятивное и медикаментозное лечение, техникой миофасциального релиза. Но, несмотря на это, все равно оставалось немало пациентов, помочь которым по непонятным ему тогда причинам у него не получалось. Далее доктор Типальдес описывает, как в процессе давления на триггерную точку большим пальцем руки он вдруг почувствовал в нем специфическое покалывание, напоминающее слабые разряды электрического тока. Это его очень удивило, так как раньше такого не случалось. Он спросил пациента про его ощущения. Тот ответил, что чувствует жжение. Доктор прекратил давить, осмотрел свой палец и обследовал мягкие ткани пациента в заинтересованном регионе. Они оказались интактны. Тогда он снова надавил на триггерную точку и снова почувствовал покалывание в пальце. Синхронно пациент ощутил жжение в области давления. Релиз никак не наступал. Вместо этого в какой-то момент триггерная точка сдвинулась в сторону. Доктор Типальдес удивился еще больше. Переместил давление вслед за ней. В ответ она продвинулась еще дальше. Он снова последовал за ней. Она снова сдвинулась. Так доктор Типальдес продавил линию около 6 дюймов, 15 сантиметров. В один момент ощущения, сопровождавшие воздействие и у него, и у его пациента, исчезли. Но в следующий миг палец доктора уперся в узел. И вот тут уже, как он рассказывал на Аляске, пациент вскрикнул от боли. Это она, это та самая боль, которая мешает мне жить все эти годы. Вытолкните ее оттуда. Далее автором подробно описывается процесс коррекции. Доктор Типальдес, полностью сбитый с толку, ничего не понимая, подчинился. Огромным усилием он стал смещать узел своим большим пальцем в единственном возможном направлении, со спины на шею, по шее к уху, на ухо. Пациент корчился от боли, но требовал, чтобы доктор продолжал выдавливать и корректировал траекторию воздействия, исходя из своих ощущений. По мере продвижения доктор Типальдес ощущал, как узел уменьшается в размере и становится тверже. Сначала он стал напоминать горошину, потом крупинку соли, а потом исчез вместе с болью, от которой его пациент страдал много лет. Доктор Типальдес пишет, что опробовал этот прием на других пациентов со схожей симптоматикой. Каждый раз описанная история повторялась. Результат демонстрировал высокую воспроизводимость. Одна пациентка как-то поделилась с ним, что чувствует источник боли как узел, который уменьшается по мере его смещения. Доктор Типальдес опросил других пациентов, и они подтвердили ее слова. Из этого он сделал вывод, что его пациенты интерпретировали субстрат, на который он воздействовал, так же, как он сам. Со временем доктор заметил, что лечение не только избавляет пациентов от боли, то есть субъективного ощущения, но и восстанавливает объем ограниченных движений, что уже следует рассматривать как объективный показатель. Более того, работая с пациентами с типичной симптоматикой конкретных заболеваний, он установил типичные траектории, специфичные для каждого из них. Активно практикуя свой новый терапевтический прием, который через 2 года, зимой 1994 года, он презентует в AO Journal, журналу Американской академии остеопатии, в одноименной статье «Триггер-бенд-техника». Доктор Типальдес терзался следующими вопросами. На что именно он воздействует, что представляет из себя триггерная точка, каким образом достигается положительный результат производимого им воздействия, в том числе у пациентов, которые до встречи с ним прошли курсы терапии у разных специалистов традиционной альтернативной медицины без выраженного результата. Почему такая болезненная процедура так положительно воспринимается пациентами? Они не только не требуют от него ее прекратить, а наоборот требуют продолжить. А по завершении просят повторить в других регионах тела, в которых испытывают дискомфорт. И почему, несмотря на значительные успехи, все равно остаются пациенты, которым таким способом помочь не получается. Размышляя над этим, он выдвинул гипотезу, что триггерная точка, которую он разглаживал, является не триггерной точкой, а триггерным тяжом, поврежденным, скрученным или частично разорванным фасциальным тяжом. Фасциальный тяж
доктор Типальдес представлял как совокупность поперечно связанных между собой шивками, кросслинк, пучки разного порядка, продольно ориентированных коллагеновых волокон, непрерывно следующих через смежные области тела фиксированным маршрутом. Такое видение объясняло и топографию дискомфорта, боль вдоль линии, и отраженную боль. Травмированный участок фасциального тяжа при механическом раздражении вызывает боль в отдаленных местах его прикрепления. И неэффективность медикаментозного лечения, так как причина боли, нарушение архитектуры, она, соответственно, требует структурной коррекции. Существуют ли фасциальные тяжи на самом деле, доктор Типальдес тогда не знал. Он стал искать информацию о них в профильной литературе, проштудировал 20 книг по анатомии и хирургии, но тщетно. Тогда он обратился к хирургу, но тот также не смог ни подтвердить, ни опровергнуть их существование, но пригласил доктора Типальдеса в операционную. В хирургической ране они увидели фасциальные тяжи. Чтобы получить представление об их протяженности, доктор Типальдес стал искать возможность посетить секцию. И преуспел. 6 декабря 1991 года в анатомической лаборатории университета Чика он и собранная им группа интересантов увидели большое разнообразие соединенно-тканных структур, покрывающих и пронизывающих все тело, представленных в том числе продольно ориентированными разнокалиберными пучками параллельных волокон, фасциальными тяжами. Доктор Типальдес упоминает, что среди присутствующих на секции был фотограф, но, насколько мне известно, сделанные им снимки не опубликованы. По дороге из Чика домой у доктора Типальдеса возникла идея, что архитектура фасциального тяжа похожа на почтовый скотч. Ряд прилегающих друг к другу стык в стык продольных полосок клейкой бумаги или пленки, соединенных поперечными перемычками. Такая модель иллюстрирует, что при воздействии на фасциальный тяж критических угловых сил сначала происходит разрыв внутренней поперечной связи и его деформация, перекрут, а затем разрыв образующих его продольных волокон, которые скручиваются, формируя объемные образования, узлы, горошины, крупинки соли. Протяженность продольного разрыва, по мнению автора, зависит от направления и силы механического воздействия, а также от наличия фасциальных тяжей, пересекающих поврежденный фасциальный тяж поперек, таким образом механически ограничивающих распространение дефекта. Согласно представлениям доктора Типальдеса, любой фасциальный тяж имеет базовое натяжение, которое бессимптомно увеличивается при движении в совершаемом физиологическом диапазоне, воспринимаясь нервной системой как проприоцептивная информация. При повреждении фасциальный тяж укорачивается. Это ограничивает объем движения вдоль его хода и манифестирует болью, интенсивность которой возрастает прямо пропорционально увеличению его растяжения при движении. Согласно гипотезе доктора Типальдеса, разглаживание деформированных продольных волокон приводит к восстановлению поперечных связей между ними. Это происходит сразу, как только они оказываются в физиологическом положении. Восстановление архитектуры приводит к моментальному и стойкому регрессу клинических симптомов, так как их физическая основа перестает существовать. Исходя из этой концепции, истинная триггерная точка в уже упомянутой мной выше статье «Триггер-бенд техника» 1994 года, определяемая автором как HTP, представляет собой локальное, зафиксированное, ущемленное выпячивание подлежащей ткани через разъединенные продольные волокна фасциального тяжа. Таким образом, глубокое направленное давление на протрузию приводит к ее вправлению. При устранении клина продольные волокна смыкаются, и физиологические связи между ними моментально восстанавливаются, симптомы же сразу регрессируют. Давайте подытожим, что нового и принципиально важного можно подчеркнуть из этого текста. Во-первых, стало понятно происхождение названия первой открытой доктором Типальдесом дисторсии, хотя термин дисторсии стал использоваться автором в ее отношении несколько позже. Название триггерный тяж происходит от триггерной точки. А во-вторых, доктор Типальдес определяет свои техники, триггер-бенд технику и технику коррекции HTP, как модификацию техники миофасциальный релиз.
В-третьих, если в своем докладе на Аляске в 2005 году доктор Типальдос делает акцент на ведущую роль в обнаружении им техники триггерного тяжа указаний пациента, из эссе «Тайная жизнь фасции» очевидно, что никак не меньшее значение в ее открытии имели данные пальпации. При том, что слова «пациент указал мне, куда и как давить» сегодня очевидно воспринимаются теми, кто хоть немного знаком с ФДМ, как body language. В 1991-1992 годах такой трактовки иметь не могли, так как такого диагностического критерия, как body language, еще не существовало. Термин body language впервые появляется в методических материалах к семинару в Техасе августа 1995 года. В-четвертых, из эссе «Тайная жизнь фасции» очевидно, что триггер-бэнд техника и HTP техника были разработаны доктором Типальдосом как способ лечения хронической, в смысле давней боли. Хотя позже они также продемонстрировали свою эффективность в терапии острой боли. И, наконец, в-пятых, становятся понятны мотивы иллюстраций из публикаций доктора Типальдоса. Аналогия фасциальный тяж, почтовый скотч, протрузия ниже лежащей ткани через триггер-бэнд, HTP через триггер-бэнд.